Глава 1. Новые видящие. По пути в горы я заехал в поисках Дона Хуана в Оахаку, город в Южной Мексике. Утром, уезжая из города, я почувствовал, что неплохо было бы проехать через главную площадь. Дон Хуан сидел там на своей любимой скамейке, словно специально поджидая меня. Я вышел из машины, подошел к скамейке и сел рядом с ним. Он сказал, что приехал в город по делам и остановился в маленькой частной гостинице, где найдется место и для меня. Мы немного поговорили о моей работе, о проблемах мира академической науки. Удар между лопаток я получил, разумеется, в самый неожиданный момент. Дон Хуан всегда использовал этот прием, чтобы сдвинуть мое восприятие в область повышенного осознания. Мы долго сидели молча. Я с нетерпением ждал, когда же Дон Хуан наконец заговорит. И все же его первые слова застали меня врасплох. «За много веков до того, как в Мексику пришли испанцы, — произнес Дон Хуан, — здесь жили необыкновенные люди, толтеки, видящие. Они были способны на невероятные, непостижимые вещи. Эти видящие были последним звеном длинной цепи знания, передававшегося в течение тысячелетий. Толтеки были воистину необыкновенными людьми, продолжал он, могучими магами, мрачными и скрытными. Им удалось разгадать тайны знания, с помощью которого они преследовали других людей и полностью подчиняли их своей воле. Для этого они фиксировали на чем-нибудь по своему выбору осознание своих жертв. Дон Хуан замолчал и пристально посмотрел на меня. Я чувствовал, что он ждет вопроса, но не знал, о чем спрашивать. Тогда он продолжил. Я должен подчеркнуть важный момент. Эти маги знали, как фиксировать осознание своих жертв. Ты не обратил на это внимания, потому что для тебя мои слова ничего не значили. Это неудивительно, ибо сам факт возможности манипулировать осознанием относится к разряду вещей, которые труднее всего укладываются в сознание. Я был в замешательстве. Я знал, что он старается к чему-то меня подвести. Появилось неприятное предчувствие. Оно уже было мне знакомо, поскольку неизменно возникало в начале каждого нового этапа обучения. Я сообщил Дону Хуану о том, что со мной происходит. Он слегка улыбнулся. Обычно его улыбка излучала радость и веселье, но на этот раз в ней была озабоченность. Какое-то время он, казалось, колебался, продолжать или нет. Он еще раз пристально посмотрел на меня, медленно переводя взгляд вдоль всего моего тела. Затем он с явным удовлетворением кивнул и заявил, что я готов к последнему этапу обучения, через который должен пройти каждый из воинов, прежде чем принять решение о своей готовности к самостоятельному пути. Я был заинтригован более чем когда-либо. «Ну что ж, поговорим об осознании», — сказал Дон Хуан. Видящие толтеки были непревзойденными мастерами искусства осознания. Когда я говорю о том, что они знали, как фиксировать осознание своих жертв, я имею в виду следующее. Их секретные знания и практики позволяли им проникнуть в тайну осознания как явления и процесса. Значительная часть этих практик сохранилась до сих пор, но, к счастью, в модифицированном виде. Позже я объясню тебе, почему то, что делали древние видящие, не привело их к свободе, а стало для них роковым. «А ты сам знаком с этими практиками?» — спросил я. «Конечно», — ответил Дон Хуан. «Мы не можем их не знать, однако это не означает, что мы ими пользуемся. У нас другие взгляды, другой подход. Ведь мы принадлежим к новому циклу». Я спросил, «И ты не считаешь себя магом, Дон Хуан?» «Не считаю», — ответил он. «Я воин, который видит. А все мы los nuevos videntes, новые видящие.
Магами были древние видящие. «Обычный человек, — продолжал Дон Хуан, — воспринимает магию как нечто скорее отрицательное. Тем не менее, она его привлекает. Именно поэтому, когда ты находился в состоянии нормального осознания, я сделал так, чтобы ты считал нас магами. Так рекомендуется поступать, чтобы пробудить интерес. Но для нас магия — это тупик. Мне хотелось узнать, что он имеет в виду, но Дон Хуан отказался говорить на эту тему. Он сказал, что все встанет на свои места по мере того, как он будет рассказывать об осознании. Потом я спросил его об истоках толтекского знания. Первый шаг на пути знания толтеки сделали, поедая растения силы, ответил Дон Хуан, из любопытства, от голода или по ошибке. Остальное было лишь вопросом времени. Рано или поздно кто-то из них занялся анализом своих ощущений. Я полагаю, что эти первые толтеки были чрезвычайно отважными людьми, но они очень сильно ошибались. Дон Хуан, а что если все это твои личные домыслы? Нет, это не мои личные домыслы, я видящий. Когда я фокусирую силу своего видения на том далеком времени, я знаю в точности все, что тогда происходило. «И ты можешь видеть прошлое во всех его подробностях?» — спросил я. «Видение — это прямое знание», — ответил Дон Хуан. «Ты знаешь то, что видишь, без тени сомнения. В данном случае мне доподлинно известно, что именно делали те люди, не только благодаря видению, но также и потому, что между нами и ними существует тесная связь». Затем Дон Хуан объяснил, что под термином «толтек» он понимает вовсе не то, что я. Для меня толтеки были представителями определенной культуры, Толтекской империи. Для него – людьми знания. Дон Хуан рассказал мне, что в те далекие времена, за сотни, а может быть и за тысячи лет до конкисты, завоевания Центральной Америки испанцами, эти люди знания жили в пределах довольно обширной области, простиравшейся на север и на юг от долины Мехико. Они занимались специфическими видами деятельности – целительством, колдовством, ритуальными танцами, гаданием и прорицаниями, приготовлением пищи и напитков. Благодаря такому направлению деятельности у них выработалась особая мудрость, которая отличала их от обычных людей. Однако толтеки не были оторваны от социума. Более того, они входили в структуру повседневной жизни людей в значительной степени подобно тому, как в структуру повседневной жизни современного общества входят врачи, учителя, священники и торговцы. Толтеки практиковали каждый свое профессиональное искусство под строгим контролем организованных братств, приобретая все более высокую квалификацию и все большее могущество. В конце концов, их влияние сделалось настолько сильным, что они даже стали доминировать над этническими группами, расселявшимися за пределами географической области, занятой толтеками. После того, как некоторые из этих людей научились видеть, а на это ушли столетия экспериментов с растениями силы, наиболее предприимчивые из них взялись за обучение видению других людей знания. И это стало началом их конца. С течением времени видящих становилось все больше и больше, но все они были одержимы тем, что видели, ибо то, что они видели, наполняло их благоговением и страхом. В конце концов, их одержимость приобрела такие масштабы, что они перестали быть людьми знания. Их мастерство в искусстве видения стало необыкновенным. Они были способны управлять всем, что находилось в тех странных мирах, которые они созерцали.
Но все это не имело никакой практической ценности. Видение подорвало силу этих людей и сделало их одержимыми увиденным. Однако среди видящих были и такие, которым удалось избежать этой участи, продолжал Дон Хуан. Это были великие люди. Несмотря на свое видение, они оставались людьми знания. Некоторые из них находили способы положительного использования видения и учили этому других людей. Я убежден, что под их руководством жители целых городов уходили в другие миры, чтобы никогда сюда не вернуться. Те же видящие, которые умели только видеть, были обречены. И когда на их землю пришли завоеватели, они оказались такими же беззащитными, как и все остальные. Завоеватели, говорил Дон Хуан, покорили мир талтеков. Они присвоили себе все, но они так никогда и не научились видеть. Но почему ты полагаешь, что они никогда не научились видеть? Потому что они копировали талтекскую практику вслепую, не обладая внутренним знанием, которым владели талтеки. До сих пор по всей Мексике встречается множество магов, последователей тех завоевателей. Они следуют по пути талтеков, но понятия не имеют ни о том, что сами делают, ни о том, о чем говорят, поскольку не являются видящими. Кто были эти завоеватели, Дон Хуан? Индейцы других племен, ответил он. К тому времени, когда здесь появились испанцы, с момента исчезновения древних видящих прошли столетия. Но уже возникло новое поколение видящих, видящие нового цикла. Что ты имеешь в виду под новым поколением видящих? После того, как мир первых талтеков был разрушен, те видящие, кому удалось выжить, ушли в подполье и принялись за серьезнейший пересмотр своих практических методов. И первое, что они сделали, выделили сталкинг, сновидение и намерение в качестве ключевых техник, в то же время сильно ограничив применение растений силы. Это, кстати, может послужить нам намеком на то, что в действительности случилось с ними из-за растений силы. Когда пришли испанские захватчики, новый цикл еще только сформировался. К счастью, новые видящие успели как следует подготовиться к такого рода опасности. Они уже стали непревзойденными мастерами искусства сталкинга. Последовавшие за этим столетия порабощения обеспечили новым видящим идеальные условия для дальнейшего совершенствования своего мастерства. Это может показаться довольно странным, но именно исключительная суровость и жестокость тех времен дали им импульс к выработке новых принципов. А благодаря тому, что они никогда не афишировали свою деятельность, их оставили в покое, так что они получили возможность разобраться в своих находках. Я спросил, много ли было видящих во времена конкисты? Поначалу да, но к концу осталась горсточка. Остальных уничтожили. А в наше время, Дон Хуан? Немного. Видишь ли, они как бы растворены повсюду в общей массе людей. Ты знаешь кого-нибудь? Спросил я. На такой простой вопрос очень трудно ответить. Некоторых мы знаем достаточно хорошо, но они отличаются от нас, поскольку сосредоточились на других аспектах знания, таких как танец, целительство, колдовство, заговоры, а не на сталкинге, сновидении и намерении, как советуют новые видящие. С теми же, кто в точности похож на нас, наши пути никогда не пересекаются. Так устроили еще те видящие, которые жили во времена конкисты, чтобы избежать полного истребления испанцами. Каждый из тех видящих основал свою линию. Не каждая из них имела последователей,
так что лишние многие сохранились до наших дней. Но ты лично знаком с кем-нибудь, кто в точности похож на нас? С некоторыми, лаконично ответил он. Тогда я попросил его дать мне как можно более полную информацию об этих людях. Меня это очень заинтересовало, поскольку появилась возможность получить подтверждение со стороны. Мне было важно узнать, кто эти люди и можно ли их найти. Однако Дон Хуан явно не собирался идти мне навстречу. Он сказал: «Знаешь, новые видящие уже прошли через это. Они достаточно занимались поисками подтверждения. Добрая половина их на этом погорела. Они запутались в подтверждениях и погибли, так и не сумев выбраться из этих дебрей. Так что теперь все мы одинокие птицы. И давай оставим все как и есть. Наша линия единственная, о которой мы с тобой можем говорить. Но зато об этом ты и я можем говорить сколько угодно». Затем Дон Хуан объяснил, что все линии были основаны видящими в одно и то же время и по одному и тому же образцу. В конце XVI века каждый нагваль намеренно изолировал себя и свою группу видящих, полностью исключив возможность каких бы то ни было явных контактов с видящими других групп. Следствием такого резкого разделения было образование отдельных изолированных линий, каждая из которых обладала своими специфическими чертами. Наша линия состояла из 14 нагвалей и 126 видящих. Некоторые из этих нагвалей имели в своих группах всего по 7 видящих. Некоторые по 11, а некоторые по 15. Дон Хуан рассказал мне, что его учителем, он говорил бенефактором, был нагваль Хулиан, и перед ним был нагваль Элиас. Я спросил, известны ли ему имена всех 14 нагвалей, и он перечислил их по порядку, чтобы я смог запомнить. Он добавил, что лично был знаком с 15 видящими, составляющими партию его бенефактора, и что он знал также учителя своего бенефактора, нагваля Элиаса, и 11 видящих его отряда. По словам Дона Хуана, наша линия была особенной, поскольку в 1723 году претерпела резкое изменение. Причиной этого изменения явилось внешнее воздействие, которое очень сильно нас затронуло и резко изменило общее направление развития линии. О том, что это было за событие, Дон Хуан говорить не захотел. Он только отметил, что именно тот момент принято считать новым началом линии, поскольку 8 нагвалей, возглавляющих ее после этого, были принципиально отличны от 6 бывших до них. У Дона Хуана в тот день были какие-то дела, поэтому я не видел его практически до полудня. Тем временем в городе появились 3 из его учеников – Паблито, Нестор и Лагорда. Они ездили по магазинам, покупая инструменты и материалы для столярной мастерской Паблито. Я присоединился к ним и помогал им, пока они не купили все необходимое. Затем мы вместе отправились в гостиницу. Мы сидели и разговаривали у меня в номере, когда появился Дон Хуан. Он сообщил, что после обеда мы уезжаем, но прежде он намерен кое о чем переговорить со мной наедине. Он назначил всем встречу в ресторане и сказал, что до этого мы с ним вдвоем прогуляемся по центральной площади. Паблито с Нестором встали и вышли, сославшись на дела и сказав, что присоединятся к нам в ресторане. Лицо Лагорды выражало крайнее недовольство. «О чем это вы там собираетесь разговаривать?» — выпалила она, но тут же поняла свой промах и захихикала. Дон Хуан холодно взглянул на нее, но не произнес ни слова.
Несколько ободренная его молчанием, Лагурда заметила, что мы могли бы взять ее с собой. Она заверила нас, что ни в малейшей степени не собирается нам мешать. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — ответил Дон Хуан. «Однако, видишь ли, дело в том, что я намерен говорить конкретно с ним и действительно не хочу, чтобы ты слышала хоть слово из нашей беседы». Лагурда пришла в ярость, и это было очевидно. Она вспыхнула, а когда мы с Доном Хуаном выходили из номера, лицо ее мгновенно исказило гримаса напряжения и беспокойства. Рот ее был полуоткрыт, губы пересохли. Настроение Лагурды меня весьма обеспокоило. Возникло явственное ощущение дискомфорта. Я ничего не говорил по этому поводу, но от внимания Дона Хуана мое состояние, похоже, не ускользнуло, и он неожиданно произнес: «Знаешь, ты должен день и ночь благодарить Лагорду. Она помогает тебе разделаться со своим чувством собственной важности. Лагорда в твоей жизни выполняет роль мелкого тирана, но ты этого еще не понял». Мы прогуливались по скверу на площади, пока вся моя нервозность не улетучилась. Затем сели на любимую скамейку Дона Хуана. «На самом деле, древним видящим удивительно повезло», — начал Дон Хуан. «У них было предостаточно времени на то, чтобы узнать замечательные вещи. Уверяю тебя, они владели знанием о таких чудесах, которые сегодня невозможно себе даже вообразить». «Но кто их всему этому научил?» — спросил я. «Никто. Они узнали все самостоятельно, посредством видения», — ответил он. «Львиная доля всего, что известно нашей линии, было найдено ими. Древние видящие допускали ошибки. Новые видящие эти ошибки исправили. Но корни всего, что мы знаем и делаем, уходят далеко в глубины времен древних толтеков». И он объяснил, что имеется в виду. Одна из наиболее простых и в то же время наиболее важных с точки зрения обучения находок древних видящих заключалась в том, что они обнаружили: человек обладает двумя типами осознания. Древние видящие назвали их правой и левой сторонами человеческого существа. «Они также обнаружили, — продолжал Дон Хуан, — что наилучшим способом передачи их знаний является обучение в состоянии, когда восприятие ученика сдвинуто влево, то есть когда ученик находится в состоянии повышенного осознания. Именно в этом состоянии происходит реальное обучение. Древним видящим отдавали в науку совсем маленьких детей, поэтому их ученики не знали иного образа жизни. Когда они вырастали, то, в свою очередь, брали в ученики маленьких детей. Можно только вообразить, на что же они вышли, столетиями непрерывно сосредотачиваясь на сдвигах влево-вправо. Я заметил, что меня эти сдвиги приводят в глубокое замешательство. Дон Хуан сказал, что мое восприятие этих вещей очень похоже на его собственное. Его бенефактору, Нагвалю Хулиану, удалось сформировать в его психике глубочайший раскол, сдвигая его восприятие туда и обратно, из одного типа осознания в другой. Насколько разительным был этот контраст между ясностью и свободой состояния повышенного осознания и рациональной мотивацией, защитными рефлексами, злостью и страхом, присущими нормальному состоянию осознания. Древние видящие использовали такую полярность восприятия в своих узкоспециализированных целях. Этим они заставляли учеников достигать глубокого сосредоточения, необходимого для освоения магических приемов. Однако новые видящие пользуются этим иначе, а именно приводят своих учеников
глубокому убеждению в том, что человек обладает огромнейшим потенциалом нереализованных возможностей. Высшее достижение новых видящих, продолжал Дон Хуан, заключается в их объяснении тайны осознания. Они оформили это объяснение в виде ряда понятий и практических действий, которым ученик обучается, находясь в состоянии повышенного осознания. Особая же ценность метода обучения, применяемого новыми видящими, заключается в невозможности запомнить что-либо из того, что происходит с человеком в состоянии повышенного осознания. Тем самым воздвигается почти непреодолимый барьер на пути воина, который должен вспомнить все, чему его учили, если намерен продолжить путь. Воин мучительно пытается вспомнить. На это уходят годы, долгие годы борьбы и железной дисциплины. Но к тому времени, когда это ему удается, понятия и приемы, которым его учили, уже настолько глубоко внедряются в его существо, что обретают ту силу, которой они должны обладать по замыслу новых видящих.